То, что в последнее время творится, это просто необъяснимо. Дурачки лезут массово буквально из всех щелей. Видимо, обострение какое-то, я не знаю. Что-то я пропустил, похоже. Дурачками быть модно, дурачками быть удобно. Ты вот напялил маску дурачка и как будто в домике сразу от всего защищен. Как будто. Я максимально доброжелательный человек. И к дурачкам отношусь, по сути, никак. Как можно плохо относиться к тому, кто в себе, в принципе, ничего не несет? Он просто есть и есть. Но вопреки тому, что я доброжелательный человек, пара вещей меня все-таки по-настоящему раздражает. Меня раздражает два типа людей. Нытики и балаболы. И вот что касается вторых, ты можешь иметь предвзятое отношение к чьему-либо творчеству. Ты можешь не любить чье-то творчество, в принципе. Ты просто можешь не любить какого-то человека. Даже без причины. Потому что, повторюсь, у человеческого индивида существует в природе такой синдром, как неприязнь с первого взгляда. Обратной любви с первого взгляда. Он на уровне энергетических импульсов, и мы порой не способны его контролировать, эти чувства. Но это хотя бы естественно и объяснимо как-то. Но вот предоставление лживой информации – это совершенно другое. Это мерзко выглядит. Это низко. И за дачу дезинфы придется вообще-то однажды отвечать. Народ, встретите таких на своем пути, будьте добры, жалуйтесь. Народ, как бы там ни было, привет. 7-я неделя, и сегодня мы послушаем очередной Дианин кавер. Из категории поп-хит. «Я ворона». Песня Линды. Поехали! Ох, этот взгляд неподражаемый. Тикают так, как вулканы поют. Реки стоят, воду больше не пьют. Ты как они. Откопали, конечно, песню знатно, которую я всего в своей жизни слушал раза 2. А оригинальный клип и того, кусками. Тон песни навеян суровыми 90-ми, анархией, разрухой, даже своего рода депрессией, отсутствием надежды на изменения. Песня, прокатящаяся в бездну мир. И подобную картину тотального разрушения можно применить и на другие плоскости человеческого существования. Локально. Я же как ворона. Стекла не бьют, потому что их нет. Сказка о том, где был солнечный свет. Я же пою, где поет ворона. Оригинал выполнен в серых тонах, я уже сказал почему. И упомянутая в названии ворона, черная само собой, это образ стороннего наблюдателя с замедленным разложением, надвигающейся гибелью мира. Ожидание конца в стороне с какой целью? Ну вообще вороны это падальщики, поэтому ясно с какой. Попировать на останках, посмеиваясь над теми, чьими руками этот итог по сути и был достигнут. Хотя наверняка сожаление о произошедшем тут все-таки тоже имеет место быть. О да! Ну это колдовской просто танец. Именно поэтому Диана у нас во всем белом. Потому что, во-первых, суть передачи вывернуть все наизнанку, а во-вторых, потому что Диана хоть и имеет склонность к самокопанию,
человек позитивный. И вместо того, чтобы наблюдать и ждать чего-то вместе с остальными, она сама определит свое будущее и будет стараться для него. Я же сижу и не буду стоять. Я не один. Я же как ворона. Я ворона, я ворона. Я ворона, я ворона. На-на-на-на. Я ворона, я ворона. Белыми воронами у нас называют людей, ярко выделяющихся среди других. Причем, как правило, это понятие используется в негативном контексте. Про Диану же так сказать нельзя, при том, что она, безусловно, очень сильно отличается от других артистов на сцене, что они и сами отметили, да и в жизни, как обычный человек. Здесь, в этой интерпретации, идет такая двойная ирония. Какая же атмосфера, а? Ну, Вулканы поют, реки стоят, воду больше не пьют. Ты накони, я же как ворона. чего греха таить, конечно, бывает и неприятие. Неприятие нового, к примеру. Как некоторые люди говорят, восхищение вызывать могут только высокие голоса. Подтверждая мои слова о том, что мода имеет сильнейшее значение и влияние на общественные умы. Да и вообще медиа. В какую сторону ветер направят, то и будут повторять остальные. Очень радостно в этом случае, что своим талантом и своим отношением ко всему Диана, даже будучи белой вороной, влюбила в себя миллионы людей по всему миру. Почему это так прекрасно? Быть белой вороной – это бремя человека, которое нередко от нашего выбора не зависит. Но вот так распорядилась судьба, наградила тебя природа отличительной чертой. Как правило, это приносит большое количество проблем, и порой даже несчастий, особенно на начальном этапе. Но с моей точки зрения, это своего рода дар. Шанс на то, чтобы прожить жизнь как-то по-иному, свободнее, правильнее, лучше других. Шанс, который остальным, будучи заложниками чужого мнения, еще надо постараться отыскать в себе. На-на-на-на! Несмотря на то, что всякие разборы вокальных техник, анализы содержания аспектов творчества Дианы как никогда в ее случае актуальны, нет ничего важнее, чем, как говорится, то, что доносит нам наше сердце. Если при прослушивании Дианы у вас возникают мурашки и душа замирает, все остальное совершенно не важно. Просто наслаждайтесь. Вы нашли свою истину. Ох, шаманочка наша! Как это было круто! Это супер круто было, вы себе не представляете. Ну, это классика. Это классика Дианы Анкудиновой. Что тут можно сказать после такого? Что можно возразить классике?
Ну, этот номер, это просто супер. Наверное, он будет у меня один из самых любимых. Это потрясающе было. Все от и до. И касаемо Дианы, и касаемо постановки. Спасибо, шоу Мозгона. Ну вот. Ранее было множество экспериментов разного плана. И, наконец, дело дошло до песни максимально самой что ни на есть Дианиной. Прекрасное платье. Платья идут, как всегда. Восточные мотивы, космический шаманский голос, вокализы, и каждая эмоция отражена на лице. И, конечно, композиция опять по смыслу Диане подобрана совершенно не случайно. Ждала этого, как оказалось, не только публика, но и другие участники. Диан, Анатолий Цой тебе сегодня искренне пожелал оставаться вот такой вот. Всегда. Не знаю, есть ли у меня право чего-то ждать, чего-то хотеть, но я скажу тебе одно. Быть белой вороной тебе очень идет. Как бы двояко это ни звучало в контексте исполненного тобой номера. Вообще, что интересного наблюдать за обыденностью, за тягучей серой массой? От блеклых темных тонов у меня всегда падает настроение. Исчезает мотивация работать. Черный цвет вообще мой самый нелюбимый, особенно в одежде. Это при том, что подавляющее большинство людей именно такую носит. Тем приятнее вот иногда поднимать свой взгляд на что-то внезапное, яркое, необычное, взрывное. Коей и является Диана. И такое тоже может не нравиться, я полностью согласен. Душевное восприятие у всех абсолютно разное. Но вот выдумывать субъективную чушь, строить на ее основе какие-то теории и потом выдавать в массы за истину. Люди, занимайтесь лучше собой. А то однажды реально рискуете остаться на пороге полностью разрушенного и пустого мира. Причем вашего личного мира. Народ, переходите на официальный канал Дианы, набирайте ей просмотров, оставляйте комментарии, делайте все, что нужно. Не мне же, как говорится, вас учить. Присоединяйтесь к сообществу Дианомании ВКонтакте. А на следующей неделе, как бы это грустно ни звучало, ждите предпоследний выпуск шоу Мозгона. К сожалению, шоу потихонечку заканчивается. Но у нас все еще есть время. Время получить настоящие эмоции. Пока, народ. Давайте.